Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю очень вкусный, яркий по вкусу торт апельсин в шоколаде. Карамелизированные апельсины и очень быстрый торт и очень вкусный получается. Приготовим коржи. 160 грамм муки, 4 грамма разрыхлителя, это 1 чайная ложка, 25 грамм какао-порошка. Все это сейчас перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Больше разрыхлителя здесь брать не нужно, иначе будут большие пузыри в тесте. Замешивать коржи будем даже без миксера. Здесь 4 желтка. Также добавляю туда 1 яйцо среднего размера, весом примерно 50 грамм без скорлупы. Вы можете взять просто 2 яйца. Это тоже можно, тоже допустимо, но с желтками коржи получатся более ровные и нежные. Все перемешиваем до однородности. Добавляю туда сейчас 380 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки, то есть стандартную банку российскую. Также добавляю туда 100 грамм растопленного сливочного масла. Сливочное масло не должно быть горячим, оно должно быть просто теплым. Яйца, естественно, также комнатной температуры. Все перемешали. И сейчас просеиваем туда всю сухую смесь. По сути, мы сейчас замешиваем тесто, как на молочную девочку, но выпекать будем все одним коржом. Все это замешали просто венчиком. Вы можете это миксером, конечно же, замешивать, но я не вижу в этом особого смысла. Духовка у меня уже разогрета на 160 градусов Цельсия. Форма здесь 18 сантиметров. Тесто очень хорошо поднимается, несмотря на то, что разрыхлителя мы добавили всего лишь 4 грамма. Больше, еще раз повторяю, разрыхлителя я добавлять не советую. Убираем сейчас минут на 35-40. Вот так хорошо поднялся корж. Молочная девочка, когда выпекается монолитным коржом, всегда слегка трескается. Но нам это сейчас понадобится на обсыпку. Вот эта шапочка, как только могу дотрагиваться до формы, сразу же вырезаю корж из формы. Корж я разрежу на 3 части. И сразу он готов к работе. Этот торт очень быстрый. Коржи эти можно заранее приготовить, положить их на пару дней в холодильник, либо же до пары недель можно хранить в морозилке. Апельсиновую начинку я готовила в предыдущем видео. Есть отдельное видео по карамелизированным апельсинам. Ссылку я, конечно же, оставлю под данным видео. Там нужно смотреть подробно, поэтому я не стала уже его включать в это видео. Ходите по ссылке и смотрите его. Здесь я половина тех апельсинов, которые я приготовила, я их просто пробиваю блендером и готовлю из них начинку для данного торта. То есть вам нужно будет пройти по ссылке и посмотреть то видео. Здесь я готовлю апельсины для декора, я их высушила в духовке. И также для пропитки я готовлю апельсиновый ликер. Все в том видео вы найдете, готовится все элементарно. Итак, для пропитки я взяла 100 грамм апельсинового ликера, который я готовила в предыдущем видео. Туда я добавляю примерно 120 миллилитров кипяченой воды. Все это просто перемешиваю, и пропитка для торта у меня готова. Здесь 250 грамм размягченного сливочного масла. Я взбиваю его до пышности, где-то минуты 4. Оно должно побелеть вот так вот и увеличиться в объеме. Туда же я отправляю 380 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки, 2 столовых ложки какао, и все это просто взбиваю до стабильной массы. Крем готов, он очень быстрый здесь крем. Уже начинаю сборку торта. Обильно пропитываю корж. Шапочка от бисквита пошла у меня на посыпку для этого торта. Небольшим слоем крема я покрываю корж, и из кондитерского мешка я делаю такой бортик из крема, чтобы в нем у меня поместилась хорошо начинка уже апельсиновая. Вкус у торта очень яркий получается, очень насыщенный, апельсиновый, очень праздничный. То есть порадует он всех любителей вот этого сочетания апельсина и шоколада. Конечно, это торт не детский. Это торт для взрослых, конечно, но он
он просто необыкновенно вкусный, освежающий этот тортик получается. Начинка очень хорошо распределяется по коржу, она имеет ту консистенцию, именно она не растекается и не очень твердая. Здесь следующий корж я изнутри промазываю также небольшим слоем крема и накрываю предыдущую прослойку им. Так делать очень удобно. Выравниваю сразу боковину, также очень обильно пропитываю корж. В пропитке ликер чувствуется, то есть так оно и должно быть, потому что, еще раз повторяю, этот торт, конечно же, такой взрослый уже. Все то же самое повторяю со следующим коржом. Что хорошо в этом торте, апельсиновую начинку можно приготовить даже за неделю заранее к этому торту. И она очень хорошо в герметичном контейнере постоит в холодильнике. Также и коржи можно приготовить за неделю заранее, положить их в морозилку, и они будут лежать, и ничего с ними не случится. Крем готовится буквально за пару минут, и поэтому, в принципе, торт этот очень быстрый. Он не требует больших таких вот срочных временных затрат. То есть все это готовится заранее, и, в принципе, перед праздником можно уже такой тортик приготовить быстро. То же самое проделываем и с третьим коржом. Изнутри корж я промазала небольшим слоем крема, накрываю предыдущую прослойку, выравниваю это сразу и обильно пропитываю третий корж. Сейчас небольшим слоем крема я покрываю третий корж сверху, с боков этот тортик, и убираю его в холодильник буквально на пару часов. Здесь тем временем я нагрела почти до кипения 200 мл сливок 30% жирности, добавляю туда 200 грамм шоколада 60% какао, все это перемешиваю и поливаю весь этот тортик. Я его поставила в кондитерское кольцо. Вот так вот немножко разравниваю. Убираю сейчас буквально на полчаса достаточно в холодильник. Здесь хорошая такая шоколадная прослойка. Она очень хорошо сочетается с начинкой. Достала, буквально полчаса здесь прошло. Схватился ганаш. И убираю ацетатную пленку. Шапочка у бисквита у меня пошла вот на эту крошку. Я этой крошкой покрываю боковины торта. Здесь карамелизированные апельсины, которые я готовила в предыдущем видео. Хочу показать, вот так они хорошо нарезаются ножницами обычными, которые я использую только для тортов. Также разрезается и шоколад очень хорошо, то есть для декора очень хорошо можно использовать. Украсила карамелизированными апельсинами. Ссылку смотрите в описании под видео, как их приготовить, и розмарином. Торт нарезается очень хорошо, все коржи видны, торт очень нежный, влажный получается в зависимости от того, сколько вы пропитки туда используете. И вот такой красивый разрез, очень ароматный торт получается. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.